Уже до революции была установка, что в Российской империи не может быть другой иной религии, кроме христианства, мусульманства, иудаизма, и в какой-то степени и буддизм признавался. Но другие формы религиозные не признавались. Поэтому официально даже эти народы, которые в Дагестане и в других местах не приняли мусульманство, вынуждены были себя объявлять как таковыми мусульманами. Как вы знаете, для религии на первом этапе достаточно себя назвать приверженцем той или иной религии. А уже на следующем этапе именно эта религия потом начинает уже внедряться и в сознание. Если ты себя называешь, к примеру, христианином или мусульманином, то должен соответственно выполнять требования христианства или мусульманства. Сегодня мусульманство уже на Северном Кавказе распространяется в арабском варианте. Если до этого объединяющим фактором выступала традиционная культура, как в Дагестане, так и в Чечне, и Ингушетии, и в других местах, то сегодня эта традиционная культура была подменена совершенно такой негативной, можно сказать, идеологией, как религиозный национализм. В Осетии где-то официально, где-то 30% это мусульмане. И официально 70% это христиане. А на самом деле всего христиан 18% в Осетии и 3% мусульмане. И больше, где-то 53% это так называемые традиционалисты. На сегодняшний день те, которые исповедуют традиционную религиозную систему Остин, их называют традиционалистами. Но если мы говорим о 53%, то нельзя сказать, что эти 53% представляют что-то цельное. Нет, среди них, так скажем, истинно верующих, традиционных верующих, не более 3%. А где-то 20% – это двоеверцы. То есть они причисляют себя к остинской религии и одновременно могут себя называть и приверженцами христианства, или могут называть себя приверженцами ислама. Больше 30% это исповедующие синкретические верования, синкретическую религию. Это на основе христианства и традиционных верований или на основе мусульманства и традиционных верований. Синкретизм, здесь происходит путаница, то есть смешение разных религий, религиозных систем. А двоеверие, там адепт, например, может четко разделять, где начинается, заканчивается, к примеру, остинская религия, и четко понимать, где начинается и заканчивается христианство. В начале 90-х годов все ринулись к своей национальной культуре.
И так как вот религиозная система осетин была связана с национальной культурой, то это многие стали воспринимать как даже не религию, а традиционную культуру. До начала 20 века осетины язычниками называли православных. Хотя до сих пор именно православные называют осетин язычниками, но ничем не аргументируют. Иногда называют, что они поклоняются деревьям, камням и так далее. Но такого нигде нет, никогда не было, потому что эти камни или же деревья, они были обозначением священного места. Вот это место всегда осетинам заменял храм, к примеру, христианский. Они не строили храмы, но вместо этого храма вот определенные места, они были как бы священными, и вот все свои религиозные мероприятия проводили на этих культовых местах. Северный Кавказ никогда не существовал изолированно. И, соответственно, на Северный Кавказ большее влияние оказывало именно через русскую культуру, именно так называемый европейский цивилизационный культ. Но, опять же, это до 90-х годов. А начиная с 90-х годов, чем более усиливался в России казахофобские настроения и антикавказские выступления, это повлияло настолько на кавказцев, что как ответная реакция они стали сплачиваться. Многие кавказские народы и Дагестана, и Чечни, и Ингушетии именно сплачивает именно религия, ислам. Соответственно, уже происходит отдаление от тех цивилизационных норм, которые до этого как бы влияли на северокавказцев. Самое можно даже сказать трагичное, это потеря гражданского общества на Северном Кавказе. Даже в эпоху Российской империи царизм опирался именно на это гражданское общество. Гражданское общество действительно до революции предшествовало государственному устройству у народов Северного Кавказа. За исключением тех небольших княжеств или ханств, которые существовали в Дагестане. А в остальной части, в основном, это управлялось гражданским обществом. Это в разных местах, соответственно, по-разному, но суть сводилась к советам общин. К примеру, в Ингушетии или в Чечне это советы тейпов. А у осетин, например, это нехасы, так называемые нехасы. Это общественные собрания, на которых решались какие-то вопросы общественные и выносились какие-то общественные вопросы.
И на этих же вот общественных собраниях создавались вот даже судебные органы, и которые выступали и как бы и медиаторами между разными обществами или даже разными гражданами. А в Кабарде, к примеру, было немного по-другому, потому что там тоже были и общественные советы, так называемые адыга-хасы, но под непосредственным как бы руководством их князей Пши. Они формально или по форме были разные, а по сути выполняли одни и те же функции, что в Кабарде, что в Осетии, что в Ингушетии или в Чечне. Но после революции, естественно, это гражданское общество было уничтожено, так как это противоречило фактически идеям большевизма. И на сегодня не существует гражданского общества не только, в принципе, на Северном Кавказе, но и в целом в России. Это только даже по всей России, если мы будем говорить, то это гражданское общество только в зачаточном состоянии. На сегодня управляет именно государственные органы, государственная система. Однако вот с каждым годом все большую силу, да, именно вот эта и тейповая и система, и система нехасов начинает усиливаться. Происходит как бы возврат к истокам. Но этот возврат, опять же, продиктован непродуманной политикой центральных властей. Потому что вот если взять, например, такую систему у кавказцев, как кровная месть, на сегодняшний день кровной мести уже давно не существует. Лишь воспоминания о кровной мести. Но сегодня в единичных случаях уже эта кровная месть возвращается. А почему? Потому что вот когда законы не действуют, то уже происходит обращение к другим формам защиты своих прав, и уже срабатывает уже вот эта форма такая. Вот когда-то существовало, вот так как государства не было у многих народов Северного Кавказа, не существовала судебная система, которая бы привлекала к уголовной ответственности, к примеру, или бандита, или вора, или же убийцу, то существовало, вот, чтобы оградить себя, вот общество выработало вот эту кровную месть. И сегодня, когда вот опять же государственные судебные механизмы не срабатывают или срабатывают не в пользу вот закона, а и, соответственно, населения, то у населения уже в ответ вырабатываются опять же другие механизмы. И они вынуждены бывают начинать обращать внимание на традиционные формы этой защиты.